Ну что, всем привет. Ждали и дождались. Конечно же, в кавычках, ребята. Ну что, объявили уже дату, с какой начнутся снижение социальных выплат для украинских беженцев, которые проживать в социальном жилье, да. До конца, конечно, непонятен весь механизм, как это все будет работать. Сейчас мы об этом всем поговорим, конечно же, да. Многие моменты, да, нужно уточнять, и они сами, по ходу, еще не знают, как это все будет реализовано. Но главный посыл таков, что это будет касаться тех украинцев, которые проживают на полном обеспечении у государства. То есть они живут бесплатно, там, например, в отеле, да, и еще питаются. И теперь они не будут платить за питание, сейчас они платят, да, за них будет платить правительство, государство Ирландия, да, и они будут получать всего лишь 38 евро на взрослого и 29 евро или 28 на ребенка. 29 евро на ребенка и на взрослого 38, ребята. Уже есть дата, с какой вся эта движуха начнется. Сейчас мы это обсудим. Так что, ребята, ставьте лайк, пишите комментарий и распространяйте это видео, отправляйте своим друзьям, близким, которые в Ирландии или которые только собираются в Ирландии, чтобы они были в курсе всех событий, чтобы они были, чтобы они понимали реалии, да, которые ждут всех новоприбывших и уже тех, кто тут живет год-два. То есть в сентябре все поменяется не в лучшую сторону в Ирландии для украинских беженцев. Этого давно все ждали, конечно же. Все понимали, что это когда-нибудь наступит. Я извиняюсь, утро нужно немножко позавтракать. Это коснется 19 тысяч беженцев, да. Но изначально говорилось, что это затронет 27 тысяч украинских беженцев, которые размещены в социальных жилье. Значит, либо люди начали шевелиться и уже нашли себе сами жилье, то есть по ARP, либо сами начали снимать, либо какую-то категорию беженцев они убрали, да, из этого списка. Я точно сказать вам не могу, но первоначально это еще был другой премьер-министр, да, они сообщали, что будет 26 или 27 тысяч, то есть это коснется такого количества украинских беженцев. Но теперь они указывают, да, что 19 тысяч это затронет. Обратно же, как они считают, непонятно, потому что сейчас, да, объявили вот эту новость, да, что с 12 сентября начнется весь движ в Париж, и с 12 сентября, это четверг, это, ребята, четверг, и сейчас, где это, вот, так, украинцы, проживающие в этих пунктах, получат первую льготную выплату в четверг, 12 сентября. Они должны понимать, что люди до 12 сентября еще получается, ну, не 2 месяца, да, я записываю это видео 26 июля, осталось там 1,5 месяца, да, люди за 1,5 месяца многие начнут уже собирать торбы, будут свой маршрут как-то уже, да, корректировать, то есть многие сейчас начнут суетиться, искать активно, чтобы снять жилье, кто-то будет искать активно ARP, то есть люди немножко зашевелятся, и поверьте, вот это вот, ну, вот это количество 19 тысяч, оно будет, ну, неправдоподобно реально, ну, тысяч 5-6 точно подсуетится и найдет и реализует себя, то есть потому что украинцы люди очень приимчивые. И если нужно, как говорится, если жареный петух, да, кое-куда клюет, то все быстро зашевелится и шестеренки начнут работать. Так что я думаю, эта дата, это число будет немножко снижено, то есть и тысяч 10, да, 12, это может быть коснется, но не 19-20, это точно. Давайте мы пройдемся дальше по статье, да, что она гласит о том, что, как заявил, да, премьер-министр Ирландии, что мы должны всех типа уравнять, а то получается один приехал тогда ему так, другой вот так. Ну, это тоже немножко неправильная, да, интерпретация, потому что, ну, это коснется, не коснется тех людей, которые живут по ARP, как я понимаю, то есть полной расшифровки, да, нового вот этого протокола пока нету. Но я понимаю, по количеству людей, которые указаны, то по ARP людей не будут трогать. Тех людей, которые живут, сами снимают жилье, тоже. Кто-то скажет, ну а как человек может сам снимать жилье на социале? Но имеется в виду семья, да. Муж, например, работает, а жена сидит на социале. То есть она не работает, да,
она получает пособие. Они снимают, например, там дом, да, там за 1000, за 1500. То есть им хватает либо апартменты, квартиру, как мы снимаем, да. То есть снимают сами, и кто-то, например, один работает, другой получает социал. Такое возможно, конечно, таких семей много. То же самое, людей много, которые живут по АРП. Их вообще огромное количество, их сейчас больше всего. Они живут, за них платит государство, и их, получается, это не касается, потому что они живут в гостях у ирландцев, понимаете, они живут не в государственном, ну, не в государственном жилье, то есть их распределило, как бы, за них ответственное не государство, а тот, кто их принимает. Он может в любой момент, конечно, сказать им до свидания, до побачення, goodbye, но как-то так. Если живете в государственном жилье, конечно, вас так не отправят, то есть прям сразу goodbye. То есть вы живете спокойно себе, за вас государство отвечает. То есть это называется социальное, да, государственное размещение, да. Обратно же временное тоже. АРП тоже временно, и там вообще, если, как говорится, принимающий вас ирландец, да, то есть хост скажет вам пока, то есть я только что это сказал, да, никаких там бумажки, никакие там типа вот эти подписи, что кто-то что-то обязуется, ничего это не работает. Ничего не работает, если вам сказали, все, завтра нужно покинуть апартменты, дом, то вы обязаны это сделать. Не сделаете, человек вызовет просто полицию, гарду, и у вас будут большие проблемы, потому что вы находитесь в гостях, вы находитесь на чужой территории, то есть вы находитесь, ну, это его дом, это, как говорится, ну, вы в гостях, если он напишет заявление, что вы туда ворвались, да, то вы как бы нарушаете кучу законов, потому что он является владельцем этого дома либо квартиры. Мы говорим дальше, да, про то, что э, после того, как в марте, да, в марте 24 года, ну, начали новые правила, да, применяться к тем, кто приезжает, то есть человек сейчас с Украины, как идет весь механизм, да, человек приезжает с Украины сейчас в Ирландию, если у него нету никаких тут знакомых, если он не нашел сразу заранее себе жилье по АРП, либо чтобы самому снимать, то его сразу распределяют куда? Правильно, в лагерь, да, в распределительный центр, и он уже там получает сразу 38 евро 80 центов. То есть он не получает полную ставку. Чтобы украинцу получить полную ставку, ему нужно сейчас быть как бы, ну, независимым, да, найти либо жилье по АРП, либо самому снимать в рент, то есть в аренду. Ну и вот многие сейчас уже поток сразу снизился, как говорится, это налицо, то есть там сейчас уже приезжает всего лишь от 20 до 30 человек в день, да, бывают такие дни, что больше уезжает, чем приезжает. Это говорится о том, что обратно же налицо, да, то есть ирландцы видят теперь, что нужно было, конечно, многим украинцам, да, это, конечно же, социальные выплаты, когда их немножко понизили, то есть как понизили, ум, усложнили, да, процесс получения, то есть нужно подсуетиться, нужно найти самому жилье, то все пятое, десятое, то сразу поток стал меньше. Это правда, как она есть, да, это гласит статистика, это не я выдумываю. То есть понятное дело, что мне жалко, например, тех людей, которые, да, с оккупированных территорий приезжают, потому что им реально некуда возвращаться. Если люди, которые там приехали там с других областей, да, они сейчас там, например, живут в отеле, вот сейчас новые правила будут, да, 38 евро туда-сюда. Они подумали, посидели, думают, ну, вроде бы сейчас поспокойнее, да, они могут вернуться, да, там, в Украину. У них есть квартира, дом. А те, которые с оккупированных территорий, у них нету ничего, ноль. Понимаете? То есть, ну, куда возвращаться? Им по-любому придется как-то приспосабливаться. И вот этих людей, конечно, больше всего жалко, что их может это коснуться, да, то есть у них нет запасного варианта. Как-то так. Так что, ну, поток стал меньше, и поток будет еще меньше. После 12 сентября 2024 года, поверьте, поток будет еще меньше. То есть не то, что меньше, а ток будет. То есть вы едете реально там, не знаю, ну, тысяч, я думаю, я не знаю, может, тысяч пять, 4 точно должно куда-то переехать, уехать. Не в Украину, понятное дело, большинство поменяет просто страну. Многие, я думаю, в Германию поедут, потому что в Германии сейчас самая такая, да, все равно, хотя там тоже уже ужесточили получение их, да, бенефитов, выплат, но все равно она перспективная для того, чтобы приехать и там получать выплаты, да. Мы продолжаем дальше, да. То есть, я уже сказал, что с 12 сентября это все будет организовано, ребята. То есть,
будет освобождено, как указано, 200 мест, то есть 200 различных центров распределения. То есть это имеются там переделанные храмы, церкви, спортзалы, дома престарелых, отели, хостелы, то есть и различные здания, которые можно было переоборудовать, их переоборудовали и для того, чтобы принимать украинских беженцев, то есть чтобы люди могли там жить, да, где-то сделали какие-то там кухни даже, то есть где-то что-то там подделали, разделили, то есть, ну, короче, как-то, чтобы люди могли там проживать, жить, да. И вот их будут потихоньку закрывать. Как вы знаете, ну, много отелей, там, хостелов таких уже официальных, да, именно, я имею в виду, зданий, да, которые были коммерческие, их именно реально уже контракты просто не продлевают, и все, людей переселяют, да. Куда переселяют? Кого-то и кому-то находят место по ARP программе, кого-то в новый какой-то центр распределения, да, то есть кому как удача, то есть Ирландия это реально удача, да, это ихний трехлистный клевер, как говорится, реально он как вам фартанет, как удача вам каким боком вам повернется, да, передом либо задом. То есть, и еще акцент идет на что? На то, что все-таки хотят, да, чтобы был больше, как говорится, с международной защитой, да, потому что большой разрыв. Сейчас много на это акцент идет, что международники получают 38 евро, да, а украинцы там 232, 235, то есть полную ставку, да, по безработице, то есть, и говорится о том, что большой разрыв. Нужно это что-то с этим делать, потому что украинцев много, да, и нужно как-то потихоньку уже балансировать. То есть они хотят балансировать, потому что, ну, общественное мнение тоже разное, выборы прошли, и много тех, кто не слишком, да, одобряет там, ну, как бы, не то, что помощь Украине одобряет, но не одобряет политику миграции, то есть и принятие беженцев. Так что еще нас ждет новая политика по миграции, будут приняты новые либо законы, или там какие-то подзаконы, либо протоколы будут меняться, там и по международной защите будут там какие-то страны добавлять, убирать, потому что, ну, людей едет по факту очень много в Ирландию, и ирландцы хотят с этим что-то делать. Как я сказал в начале, многое непонятно. Непонятно до конца, какие категории все-таки, какие категории это затронет. Например, инвалиды, пенсионеры, то есть и у них все заберут. И вот это вот интересно. Вот живет инвалид, например, там, да, не знаю, колясочник, да, то есть и так далее. Но есть серьезные эм, инвалиды, которые, ну, не могут, да, ну, даже сами там передвигаться нормально, то есть, ну, реально там у них там постоянно какие-то процедуры, то есть реально людям нужны деньги, людям нужны какие-то, да, какая-то помощь. Как к ним это относится? Если даже там человек по факту не может даже себе нормально приготовить, да, то есть ну, вообще не может себя обслуживать. То есть у него есть опекун, да, вот как вот эти опекунские, инвалидность, да, пенсия, да, по возрасту. То есть вот эти все моменты непонятны. Э, Их ли будет касаться, пока нема разъяснения. То есть нужно увидеть разъяснение. Ну и будущее, конечно, оно тоже не слишком будет благоприятное, потому что, как я по своим наблюдениям, каждые полгода вводятся какие-то сейчас ограничения. Вот я так подозреваю, сентябрь, вот эти новые, да, нововведения для тех, кто живет в социальном, да, жилье от государства, повторяю, вы должны понимать, должны это понимать, социальное жилье от государства, и где за вас полностью, где вас кормят, где вы живете бесплатно, ничего не оплачиваете, если вы живете по РП, это не коснется. Есть, конечно, рассказывают, что непонятно будет, кстати, с теми, где разрешают готовить, где есть кухни, вот это вот непонятно, либо им будут подвозить тоже, отменят у них. Вот это тоже категория непонятна. Лично мне тоже разъяснения здесь непонятны. Тут много, конечно, воды о том, что нужно быть правильно, мы должны политику равноправия, там туда-сюда, хотим, чтобы наша там политика миграции, беженства была равноправна, чтобы всех-то, все были там хэппи и так далее. Это понятно, хэппи, хэппи, но при этом мы потихоньку там забираем, там ограничиваем, там не выпускаем, там закрываем, то есть понятно. И везде хэппи, пис, мир, все дела. Понятное дело, я же не против этого, но дайте разъяснение, потому что сейчас человек, да, посмотрит мои новости, он ничего не поймет, он начнет гуглить, он ничего не найдет, то есть пока есть разъяснения нету. Как сказано тут в статье, начиная с августа, вот буквально и осталось тут, да, понты времени, как говорится,
4 дня, начнется август, и сказано, что начнутся рассылать письма тем людям, которых это коснется. Конечно, будет интересно, да, я думаю, надо будет подождать хотя бы середины августа, и мы поймем, кого это точно будет уже, кого это коснется и кому это придет. Сразу попрошу, если вам придет письмо это, то напишите в комментариях, что в этом письме написано, да, и если есть возможность, есть у меня телеграм-канал, он в описании к этому видео, также инстаграм есть там мой, тикток, да, вы можете в личные сообщения мне прислать это письмо, мне будет интересно его почитать, потом я его прикреплю, да, обсудим, что там написано просто, потому что, ну, мне это письмо точно не придет, так что хотелось бы просто посмотреть, просто вокруг, у нас в городке тоже нет никаких центров, и все живут тут по ARP большинство, то есть им тоже это письмо не грозит. Хотелось бы, конечно, посмотреть на это письмо. Но я думаю, наверное, в других чатах по-любому кто-то скинет. Так что, ну, проблем с этим не будет. Но если кому-то не в западло, как говорится, то зайдите, подпишитесь на мой инстаграм и скиньте мне в личное сообщение это письмо, если оно вам придет, как говорится, письмо счастья, да. С 12 сентября, да, у многих начнется несладкая жизнь в Ирландии. Многим, возможно, придется уехать. Кто-то сможет приспособиться. Главное тут посыл таков, что мы всех ждем, мы всех пускаем, да, ну, тех, кто подходит под все категории, да, то есть без проблем, но уже как было в 22 году, то есть это был самый, конечно, топ-пик, да, когда размещали, помогали, то есть все было максимально круто, классно, то есть Ирландия была раем на земле в прямом смысле, люди прям там, ну, так пиарили, такие ролики снимали, что люди в пятизвездочных отелях живут, и все классно, все круто и так далее, то есть эта пора уже все закончилась, так как было в 22 году, уже никогда не будет, уже все, фаза войны, это такая копная уже война пошла, тяни толкай, да, так что уже таких глобальных наступлений, такого глобального, такой миграции уже не будет, такого количества людей, и уже Ирландия, конечно, не будет пускать, да, такое количество, потому что даже давайте просто сейчас порассуждаем, вдумайтесь, если они бы не изменяли вообще, ну, то есть как было в 22 году в начале, да, и по сей день правила бы не менялись. Вы понимаете, какое количество уже украинских беженцев было в Ирландии? Сейчас там, да, уже меньше 100 тысяч. Ну, если бы они не поменяли ничего, не меняли, да, на протяжении всех этого времени, то было бы уже, не знаю, тысяч, наверное, 300 просто. Потому что тогда был поток по 500, по 600, а бывало даже по 1000 человек в день приезжало. Сейчас поток 20, 30, 40 человек. Есть вообще, да, ну, баланс, вы понимаете, да, то есть это говорит о том, что когда очень, как говорится, очень привлекательные возможности, да, предложения, то люди, конечно, хватаются за эту веревку, за эту соломинку и хотят, конечно, лучшего и для себя, для своих детей, для своей семьи. Это понятно, никто это не отменял. Люди едут, конечно, за лучшей жизнью. Если бы не было войны, никто бы никуда не ехал, не ездил. Кому нужна была бы та Ирландия? Я бы никогда не мог подумать, что я и моя семья окажемся в Ирландии и будем уже жить больше 2 лет здесь. Какая Ирландия, вы понимаете, да, никто никогда не думал. Но так произошло, так судьба распределила нас, да, распорядилась, что пришлось спасаться, пришлось, да, выживать, и многие очутились здесь. Кто-то в Германии, кто-то в Испании, кто-то в Ирландии, да, то есть всех раскидало, всех, да, по этому шарику украинцы, их сейчас везде много, даже я посмотрел, да, Исландия, там даже почти 3000 в Исландии, там вообще такая крошечная страна, там население, если не ошибаюсь, 400 тысяч. То есть мы повсюду сейчас. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны, я уже про это говорил, что ментально, если мы будем возвращаться тоже в Украину, сейчас я приеду, там, не знаю, после 3-4 лет, да, мы ментально будем уже разные с теми людьми, которые не выезжали за период войны. То есть мы будем разные, потому что я увидел, как живут европейцы, как можно жить по-другому, по-правильному. То есть все пятое, десятое. А в Украине люди сейчас стали еще более злее, жестче. И это правда, потому что ну, жизнь сейчас там не сахар, там очень сложно, трудно. И люди обозленные. Ну, это жизнь, я с этим не могу ничего поделать. Я рассказываю про то, что происходит в Ирландии. Надеюсь, мой ролик был кому-то полезен, да.
Если понравилось то, что я рассказываю, вообще мой канал, мои видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Это меня мотивирует записывать больше роликов, да, больше выискивать какой-то полезной информации для вас. Вот только с утра проснулся, увидел новость, да, и сразу вот за завтраком, как говорится, записываю вам этот ролик, чтобы быть, как говорится, первым, да, чтобы вы сразу узнали из первых уст все последние новости Ирландии. Ждем официального, конечно, пресс-релиза от правительства, когда он выйдет, и обратно же мы все это рассмотрим. Ну, в принципе, там будет только, я думаю, уточнение по категориям граждан, да, кого это точно касается. Инвалиды, там, и, как мы говорили только что, пенсионеры и так далее. Будут ли эту категорию тоже учтут вот эту вот цифру. Но я думаю, эта цифра, еще раз повторяю, она будет уменьшена, потому что люди приспособятся. Мы, украинцы, мы сильные, мы умеем приспосабливаться, украинцы трудолюбивые, то есть, если я же говорю, если жареный петух кое-куда клюет, то мы быстро умеем приспособиться. Всем желаю добра, позитива, реализации в Ирландии, чтобы вы смогли здесь остаться, реализоваться. И, конечно, огромное спасибо Ирландии. И хочу, чтобы вы в комментариях написали какие-то добрые, позитивные слова Ирландии, да, ирландскому народу за то, что они нас все тут приютили, приняли и разрешили нам находиться в этой добролюбивой, вообще зеленой, очаровательной, прекрасной стране. Всегда на связи.